Всем привет, с вами Тали. И сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, что у меня находится вот в этой сумке. Она даже не помещается вся в кадр. Здесь у меня находятся арт-материалы, которые я приобрела за последний месяц или полтора. Здесь у меня покупки, сделанные на Алиэкспресс, на Амазоне и в магазине дешевых товаров, который находится у меня около дома. Я на самом деле уже вытащила эти покупки из серых пакетов Алиэкспресс, потому что обычно мы с мужем заказываем вместе, и все наши заказы приходят в одном пакете, и поэтому мы всегда открываем каждый пакетик, чтобы посмотреть, что там мой заказ или его заказ, но я ничего не вскрывала, я ничего не пробовала, поэтому будем делать это вместе. И я буду смотреть, что мне удается вытащить из этого пакета, и буду показывать вам. Вот эту вещь, на самом деле, я положила специально на самый верх, потому что это ножики для вскрывания пакетов, собственно говоря, упаковок. И это будет единственная вещь, которую я открою с помощью ножниц. Так, открою только одну. И следующую уже буду открывать, собственно, ножом. Прелесть какая, котячья лапка. Вот такая штучка, она очень маленькая. И вот у нее кнопочка на задней стороны. О, так она закрепляется, и тут ножик. Ну вот у меня есть 3 штучки, давайте попробуем открыть остальные. Я видела, что еще есть в наличии такие облачка прикольные, тоже с ножиком. Есть цветочки, но вот мне понравились котячьи лапки. Ого, это она вылетела. Так, что у нас здесь? Все, закрылась, открылась, все нормально. Так, вот еще одна и зелененькая. И прелесть какая. Вот. Так, и вот этим я буду открывать все остальные покупки. Так, что у нас дальше? Я догадываюсь, что это такое, потому что среди моих покупок есть достаточно много скетчбуков. Думаю, это один из них. Интересно, как запакован хорошо. Что всегда со скетчбуками есть такой страх, что они придут помятыми, с побитыми углами, поэтому я очень рада, что этот был так хорошо запакован. Думаю, что это маркерная бумага. Сейчас посмотрим. Да, вот, собственно говоря, маркер пад 120 грамм. Интересно, что это за бумага, потому что бумага, которая обычно продается на Алиэкспресс, это такая тонкая бумага, которая больше подходит для типа индустриального дизайна, то есть для особого образа рисования маркерами. Это обычно тонкая бумага, сквозь которую маркер не протекает, и поэтому наслаивать их совершенно невозможно. У меня есть еще один скетчбук с Алиэкспресс, я его чуть позже покажу. Этот размера А5, чуть-чуть побитый, но ничего страшного, это мелочи жизни. Так. 72 страницы, значит, здесь 36 листов. Ну, снимайся, давай. Раз. Раз. Вот. В скетчбуках мне очень важна резиночка, потому что я часто ношу скетчбуки в сумке, и если они начинают открываться, туда попадают другие вещи, это очень неудобно. Что тут у нас такое? Да, бумага действительно очень тонкая. Не знаю, будет ли она протекать. Думаю, вот на этой страничке я потестирую маркеры. Я взяла разные по насыщенности маркеры. И еще я положу вот такую бумажку под листик, в случае, если он будет затекать. Это такой китайский нонейм, скажем так. Очень яркий. Это еще один копик. Не указывайся. Такой. И черный. Так, что у нас здесь?
Да, это именно та бумага, которую я думала, про которую я боялась, что мне привезут, по которой невозможно ни наслоить, ни как-то смешать маркеры. Просто можно делать один слой и на этом, в общем-то, заканчивать рисунок. Да, она абсолютно не протекает. Ну что ж, я и таким попользуюсь. Посмотрим, что я смогу сделать в этом скетчбуке. Зато он такой, в общем-то, качественный. Кроме того, что нет, в нем, я думала, в нем мало листов, но мне кажется, их таки 72. Очень симпатичный скетчбук, резиночка. Выглядит здорово. У меня еще есть один скетчбук, который я купила тоже на Алиэкспресс. Этот скетчбук еще более странный, потому что у него бумага как будто бы пластиковая. Здесь 250 грамм в этом скетчбуке, в черном. Бумага 120 грамм. И здесь листы очень толстые, и они не протекают, можно на двух сторонах рисовать. Но бумага такая странная. По ней маркер просто как будто на поверхности остается. То есть он не впитывается в саму бумагу, и она реально как будто бы такое ощущение, что рисуешь по пластиковому пакету. И вот поэтому я хотела попробовать другой маркерный скетчбук. Вот тоже здесь видно. Но это дает интересные эффекты, поэтому я этот скетчбук буду продолжать. В нем заполнено, по-моему, всего 5 страниц. Но я всегда готова попробовать что-нибудь, к чему я еще не привыкла, посмотреть, что это будет в итоге за опыт. Дальше вытащу вот это. Это набор гуаши в стиках, который я купила на Амазоне. И потом увидела гуашь в стиках в дешевом магазине около моего дома. И мне было интересно сравнить их, потому что вот эти мне кажутся не очень хорошего качества. Но я также и эти стики подозреваю в том, что они будут не очень хорошими. Не знаю, почему-то мне кажется, что гуашь в стиках это, как бы это сказать, еще не состоявшийся материал, но мне очень интересно, я хочу посмотреть, сравнить их и посмотреть, что это такое. Этот набор называется «Пастельные цвета». Здесь 20 мелков, и здесь нет каких-то ярких цветов. Мы сейчас посмотрим, что здесь есть. Здесь же как раз-таки какие-то яркие цвета, и я что-то думаю, что вот этот зеленый, желтый, розовый и синий будут неоновыми. Что-то мне подсказывает. Обычно в дешевых наборах, в очень дешевых наборах, в эти цвета просто добавляют краситель, и они очень яркие, и с ними довольно сложно работать. Есть некоторые способы применения, которые я для себя нашла для неоновых цветов. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Так, откроем сначала набор подороже. Вообще, на самом деле, я совершенно не гнушаюсь каких-то, в кавычках, детских материалов. Я сама рисую и гелевыми мелками, и цветными ручками, которые тоже продаются, кстати говоря, в детском отделе. Мне кажется, что для быстрых скетчей такие материалы очень подходят, в особенности для таких людей, как я, которых всю жизнь учили, что нельзя пользоваться дорогими материалами, и все дорогие материалы вызывают у меня какую-то тревожность, поэтому для простых скетчей, для набросков, для каких-то проб я предпочитаю использовать что-то подешевле. Как это вытаскивается? Подождите, вот так. И таким образом нахожу какие-то материалы, которые бы я иначе не попробовала. Интересные цвета. Мне нравится. Хорошо, что здесь есть белый, потому что белого обычно не хватает. Но здесь нет черного. Мне на самом деле черный обычно не нужен, я им не пользуюсь. Так что мне очень нравится, что я вижу. Давайте посмотрим, что у нас будет в этом наборе. Здесь нет такого трея удобного. Здесь просто эти мелки вот так находятся. Что-то мне прям кажется, что они все неоновые, кроме серого. А серый, наверное, будет с блестками. Тут так не написано что-то по этому поводу. Вот что-то мне подсказывает. Так, ну что, попробуем выкрасить. У меня как раз есть тут бумага. Собственно говоря, у меня есть вот такая интересная вещь. Это, мне кажется, это для людей, которые занимаются больше крафтом.
Но я лично использую их для выкрасок, потому что рядом находится белая бумага, крафт и черная, и можно сравнить один и тот же набор, как он будет смотреться на разных цветах. Ну и вообще эта вещь очень эстетично выглядит. Так, я хочу немножко переложить цвета, потому что у меня есть какая-то внутренняя логика в голове, как это все должно здесь находиться. О, другое дело. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас окно закрою. У меня там, как ни странно, под окном сидят бывшие мои соотечественники, которые употребляют интересный диалект. Я не хочу, чтобы это появилось у меня на видео. Так, ну что ж, поехали. Стики очень толстые, наверное, мягкие. Что меня интересует в них, высыхают ли они после нанесения. Я слышала, что эти стики плохо смешиваются. Поэтому единственный способ, возможно, их смешать, это наложение. Когда мы просто пользуемся тем, что один цвет проглядывает через другой, и таким образом смешивается. Так, но они, конечно же, прозрачные, поэтому, скорее всего, на черном это будет не очень хорошо выглядеть. Вкручиваются они довольно туго. Какие тугие. Вроде бы предполагается, что это детский материал, но я думаю, что родителям пришлось бы сидеть рядом и все это закручивать и выкручивать, потому что даже выкрутить сам стик довольно непросто. Ну и, естественно, уже не говорю о том, чтобы вставить его обратно в этот пластик. Но ощущение очень интересное. Это напоминает гелевые мелки, но гелевые мелки, что ли, жирнее носятся. Эти какие-то очень прозрачные. Хотя на белом, честно говоря, очень здорово выглядит. Я сейчас выкрашу все цвета и попробую смотреть, смешиваются ли они. Мне очень нравится эта палитра. Хотя на самом деле я больше всего люблю рисовать пейзажи. Не знаю, как нам не пригодится в пейзажах. Но поскольку у меня постоянно есть склонность рисовать стволы деревьев розовым цветом, думаю, что я найду тут применение большому количеству цветов. А может быть, кстати говоря, сейчас уже начало осени. Правда, у нас деревья будут зелеными, наверное, до конца октября. Но, возможно, я смогу этим набором порисовать какой-нибудь осеннюю листву, что-нибудь такое красивое. Да, на черном, конечно, они совершенно неприменимы, я считаю, но зато на белом выглядят отлично. И даже на крафте можно кое-какие цвета использовать. Вообще цветная бумага чаще всего с дешевыми материалами проделывает такую странную штуку. Цвета становятся похожими. Они как бы разделяются на два разных тона. Одни просто исчезают, и другие становятся очень яркими. И также цвета становятся очень близкими, и разницы в цвете практически не видно. И я вижу, как это происходит здесь на крафте. Все цвета примерно сходятся к двум насыщенностям. Здесь разницы в тон не особо ожидать не стоит, потому что это все пастельные цвета. Вот эти 4 уже практически одинакового цвета, разве что насыщенностью вот этого розового больше, чем у других. Естественно, для... Ой, я забыла нарисовать. Так, я начинаю путаться. Есть люди, у которых есть такая способность разговаривать и рисовать одновременно. Я, если начинаю это делать, то происходят вот такие вещи. На черном цвета выглядят совершенно одинаково. Вот эти три, вот эти три. Ну и, собственно, они очень прозрачные. Но на белом мне очень нравится. Меня вот интересует, можно ли по ним рисовать сверху гелевыми мелками. Например, гуашью в стиках закладывать какие-то большие пространства, а затем сверху детали рисовать гелевыми маркерами. Что, в общем-то, забавно, потому что в моем последнем видео я как раз говорила о том, как я рисовала на пленэре гелевыми мелками. И я говорила, что гелевые мелки очень толстые, и ими особо деталей не сделаешь.
Но, конечно, они ни в какое сравнение не идут с вот этими монстрами. Сейчас принесу гелевые мелки, покажу вам, как они выглядят. Вот, тоже на черном, конечно. Очень полезно вот так выкрасить сразу же на всех 3 видах бумаги, которые я использую в своей работе обычно, чтобы видеть, имеет ли смысл вообще этим материалом заморачиваться и рисовать на какой-то тонированной бумаге. Не рассчитала, мне не хватит для вот этого набора, но я для него сделаю. Пожертвую отдельной страницей. Хочу ими порисовать. Очень интересный материал. Несмотря на то, что вот на черном он выглядит так довольно непривлекательно, никто же нас не заставляет рисовать на черном. Зеленый красивый. Проблема моя с этими цветами будет в том, что мне здесь не хватает зеленых. Но я обычно, когда рисую на пленэре, редко пользуюсь зеленым именно цветом. Я пытаюсь его заменить чем-то другим, для того, чтобы у меня не была просто мешанина зеленых на работе. Ну, вот такой интересный материал. Интересная, очень нежная палитра. Мне нравится. Я на самом деле, если мне понравится рисовать этим материалом, я еще куплю набор обычных цветов, не пастельных. Я выбрала пастельный, потому что в обычном наборе есть еще неоновые мелки и с блестками. Я вообще не очень люблю такие вещи. И я решила начать с этих, и потом уже докупить, если мне понадобится следующий набор. Я только что нанесла, вот это еще немножко чувствуется влажноватым. Но вот эти, интересно, они абсолютно высохли. Я думаю, что можно здесь оптическое смешение использовать. Мне не кажется, что они будут перекрывать друг друга. То есть, например, для того, чтобы создать зеленый, можно желтый положить на синий. Будет очень симпатично. Мы попробуем потом. Так. Я говорила, что думаю, что в нем есть блестки. Да, я угадала, в нем есть блестки. Ну, я рисую и таким материалом, когда рисую гелевыми мелками, там тоже есть мелки с блестками. Так, сделаем тут тоже какую-то логику. Вот так, вот так. Ставлю на то, что у нас пошли неоновые. Так, ну голубой, просто голубой. Ну, тут уже видно разницу в качестве. Вот этот мелок, он такой достаточно однородный. Здесь, конечно, есть какие-то следы мазков, но вот это просто говорит о том, что здесь очень мало красителя и очень много связующего. Но зато он проще проворачивается. Открывается также сложно. Да, тоже такой же жиденький цвет. Но на черном их вообще не имеет смысла выкрашивать, конечно. На коричневом какой-то такой интересный. О, кстати говоря, пока он еще влажный, его можно чуть-чуть как-то растащить. Но вот это уже высох, все, с этим уже ничего не сделаешь. Так, у нас первый победитель. Неоновый мелок. Неон. Я использую неоновые цвета в скетчах, когда мне нужно подчеркнуть, например, свет. Иногда бывает интересно заложить ярким оранжевым или ярким желтым или розовым, зеленым. Это может быть очень интересной добавкой к скетчу, но, к сожалению, ими можно пользоваться исключительно в скетчбуках, потому что неоновые цвета быстро выгорают и не имеет никакого смысла рамку помещать и вешать на стену. Смотрите, какой золотой цвет, надо же. А в нем блестки есть. Не знаю, видно ли. О, вот так видно. На белом не очень выглядит. Какой-то такой просто желто-зеленый. Что у нас на черном? Краска расползается по краям пятна. Все надо каким-то образом размазывать. То есть сразу видно, какая разница есть между более дешевым набором и более дорогим. Ну, я думаю, это тоже у нас неоновый, товарищ. Ой, это мой самый нелюбимый вариант дешевого желтого, когда они смешивают неоновый краситель с оранжевым. И когда такой мелок полежит на свету, он становится еще более оранжевым, но тут я вижу, что он уже супер оранжевый. На черном он зеленит. Не то чтобы это было сильно важно, потому что это, конечно, какой-то уровень просто нижайший. Этими
Стиками, я думаю, не имеет смысла что-то делать. Сейчас я покажу гелевые мелки для сравнения. Это часть моего набора гелевых мелков. Они вот такой толщины. То есть сравним с вот этим. Если вот таким стиком сделать, скажем, большие пятна, то вот этим уже можно добавить каких-то деталей на большом формате, в большом скетчбуке. Не знаю, надо подумать, что можно сделать с этим материалом. Но, как я уже сказала, вот эти на выброс, а вот этими я еще хочу попробовать что-нибудь рисовать. Мне очень интересно познакомиться с этими стиками, смогу ли я как-то их использовать в моей работе. Мой расчет в основном на то, что чем толще материал, тем меньше я смогу с самого начала закапываться в детали, потому что это в основном моя проблема. Мне очень трудно мыслить пятнами и рисовать от пятна. Поэтому я думала, что попрактиковаться я смогу такими толстыми стиками просто наносить пятна и уже поверх гелевыми мелками добавлять каких-то, я не знаю, даже я вот говорю каких-то деталей, но на самом деле, да, они тоже достаточно толстые. Так, я хотела попробовать, можно ли смешивать эти материалы. Для этого у меня как раз здесь есть бумажечка. Это обычная принтерная бумага. Попробуем смешать голубой и желтый. Как любитель пленеров, меня всегда интересует потенциал материалов для создания всяких интересных зеленых. Так, ну что-то тут такое пыталось смешаться, но, по-моему, этот материал, в общем, не предназначен для такого использования, по-моему. Ну, в принципе, прищурившись, можно сказать, что это просто особенность материала. Вот так он смешивается. Потом можно так вот его чуть-чуть тут... Это так, что-то такое. Ну, в принципе, почему бы и нет? Почему бы и нет? Теперь я думаю попробовать желтый с розовым. Вот с этим, собственно говоря. Смотрим, можно ли здесь сделать какой-то оранжевый. И ничего, я приспособилась, и уже открывать их стало проще. Ну, мне нравится. Очень прикольно. Я уже, конечно же, посмотрела отзывы на этот материал, и в основном говорят, что он не смешивается. Но мне кажется, что если достаточно быстро работать и знать, что ты делаешь, то можно добиться какого-то смешения. Но меня еще интересовало оптическое смешение, поэтому я покрашу здесь так желтым, вот этим голубым, и подожду, когда материал высохнет, и мы посмотрим, что получится, если нанести сверху другой цвет. Ну что, попробуем теперь создать фиолетовый. У нас есть фиолетовый, но вот, скажем, розовый и вот это что-то на вроде. Назову это ультрамарин. Так. Интересно. Это, конечно, больше серый цвет. Конечно, я бы не сказала, что тут можно что-то фиолетовое сделать. Но что-то очень закатное получается. Так, я вижу, что если влажный материал вот так раскатывать, то можно стереть его прям до бумаги. Но он очень быстро сохнет. То есть работать нужно незамедлительно. Но вот эти пятна, эта текстура мне прям очень понравились. Восхитительно, я считаю. Так, желтый и синий уже высохли. Поэтому я попробую нанести желтый поверх синего и посмотреть, что получится. Я бы не сказала, что это выглядит как зеленый, конечно. Ну-ка, розовый на желтый. Да, он просто его перекрывает. Так, я еще раз выкрашу эти два мелка, потому что я хочу попробовать, можно ли работать поверх этого материала брашпеном или линером. Это на самом деле, возможно, не очень хорошая идея, потому что линер может забиться вот этим более жирным материалом. Но я посмотрю, что у меня получится. Желтый еще не высох. Можно попробовать еще синий поверх розового. Я бы не сказала, что это похоже на зеленый. Что-то мне кажется, что идея такого смешения не очень хорошая. Что-то
такое, не знаю, странная текстура получается. Наверное, ими надо рисовать или вот таким способом, то есть смешивать сразу после нанесения, или рисовать, например, затем поверх. Вот так. Он вполне хорошо наносится по высохшему слою. Сейчас попробую еще оранжевый здесь поверх вот этой смеси. Да, вполне хорошо наносится, его просто не видно. Да, наслаивать его можно, но не смешивать с помощью наслоения. У нас тут уже подсохло что-нибудь. Я попробую, наверное, вот на этих уже высохших текстурах что-нибудь нарисовать. Да, чудесно рисует. Я даже не ожидала. Прям не проваливается. То есть буквально вот этот цвет, он то ли в бумагу проникает, то ли, не знаю, как-то он так высыхает, что прям такое ощущение, как будто я просто по бумаге рисую. Вот эти еще не очень хорошо высохли. Ну и по ним, в принципе, вполне неплохо. Удивительно. Вот поэтому слои получились небольшие проплешины, но я думаю, это потому, что он еще не очень высох хорошо. Что у нас с брошпеном? Да, чудесно. Считаю, что их запросто можно сочетать. Я очень люблю рисовать брошпеном, поэтому я думаю, что это интересная идея. Вот по высохшему мелку чернила не растекаются, они просто остаются таким красивым мазком, а вот здесь, где слой еще не очень хорошо высох, они начинают разбегаться. Мне кажется, что вот так их можно использовать в качестве первого слоя под графику. Ну и с гелевыми мелками, я думаю, та же история, просто их можно поверх накладывать. Собственно, и любой другой материал, например, масляную пастель или даже ту же гуашь, просто не надо рассчитывать, что она смешается с мелками. Мне кажется, эти стики, они только... они называются темпера, на самом деле здесь темперой называют гуашь. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к темпере, который производится в России. Но мне что-то подсказывает, что эти мелки имеют что-то общее с акрилом. Если судить по скорости высыхания, они высыхают даже быстрее, чем гелевые мелки, потому что гелевые мелки, они в итоге тоже подсыхают. Но вот эти высыхают очень быстро. Материал, конечно, интересный, я обязательно им рисую, но не дешевыми мелками. Вот где действительно видно разницу между дешевым и чуть более дорогим материалом. Я не помню точно разницу в цене. И здесь можно сразу видеть, что вот это абсолютно бесполезный материал. Вот этим можно с удовольствием рисовать, как мне кажется. И, например, с гелевыми мелками ситуация прямо, я бы сказала, противоположная, потому что здесь у меня есть... Нет, здесь у меня только исключительно дешевые мелки. У меня есть еще немножко более дорогие. Вот эти. Shuttle Art, собственно, вот эти темперовые стики тоже фирмы Shuttle Art. Они немножко лучше, чем вот эти более дешевые. Я пользуюсь и теми, и другими вместе, попеременно. Я считаю, что и те, и другие очень хорошего качества. Единственное, что у более дорогих мелков, возможно, лучше палитра. Но, опять же, то и то это детские материалы, так же, как, собственно, и вот эти. Так, что у нас там дальше? Кисточки. Это какие-то неопределенного происхождения кисти. Я не знаю, что в них за ворс. Painter Friend Professional Art Brush. Ну, я бы не стала доверять слову профессиональный, потому что они все-таки с AliExpress. Я их приобрела с мыслью, что если они достаточно такие жесткие, то я попробую ими рисовать маслом. Как вас открывать? Ну вот, собственно. Оказывается, они просто открываются с помощью такого зиппера. Каждая в отдельной пластике. Это овальные кисти.
разных размеров. Ну что, заглянем, что у нас тут такое. О, это жесткая кисть. Мне нравится. Мне таких еще нет. У меня есть такие кисти, вот такие, но они очень мягкие. У меня кисточки все дешевые, бюджетные. Я всегда говорю дешевые, но надо говорить бюджетные. Вот кисти у меня бюджетные. Вот эти все мягкие, а вот эти такие жесткие, приятные. Я специально купила кисти с длинной ручкой для того, чтобы можно было писать работы большего формата. Да, вот эти мои кисти заметно мягче. Мне все-таки интересно, что это за ворс. А, это их. Чем их мыть? Нет никакой информации. Посмотрю на продажнике, может быть, там что-то написано. Но мне понравился их вид и их длинная ручка. И, в общем-то, отзывы были хорошие, описание было интересное. В общем, я их взяла на пробу. Так, что у нас дальше? Я роюсь, потому что я знаю, что тут есть очень прикольная вещь. Я хочу ее найти. Вот она. Рыба. Хотите, чтобы я показала вам рыбу? Вот. Это пенал для канцелярских принадлежностей. Эта рыба меня совершенно очаровала. Она такая забавная. В общем, это вот такая штука. Не знаю, но у меня почему-то гастрономический интерес вызывает. Я, кстати, ничего из того, что я вам сегодня показываю, не открывала. Я первый раз смотрю, как это все изнутри выглядит, как это открывается. Ну, в общем говоря, в живот ей, так сказать, запихиваются всякие ручки, карандаши, кисточки. И как раз у меня не хватало мне пенала. Теперь у меня есть рыба. Мне вот интересно, а в хвост что-то помещается? Или тут заканчивается дело? Нет. Ну, в хвосте можно что-нибудь потерять. Например, если туда закатится какая-нибудь точилка или что-нибудь мелкое, возможно, что хвост придется ощупывать каждый раз на предмет того, что там застряло, и вытаскивать. Или прошить просто, чтобы туда ничего не уходило. Но... Или запихивать туда, скажем, кисти побольше. Кисти я бы туда не стала класть. Ну, в общем, вот такая штука прикольная. Вот, кстати, часто люди жалуются, что вещи с Алиэкспресс воняют. Ну, я вот специально понюхала рыбу. Рыба пахнет вкусно. Кушать я ее не буду, но пахнет какими-то как будто духами. В общем, ее чуть-чуть расправить, и будет восхитительно. Так, мы еще не закончили. У меня еще есть, что вам показать. Это вот такие огромные защипы для скетчбука. Я за свою карьеру художника чего только не перепробовала. У меня есть вот такие прищепки, которые используют мужчины для разных вещей, которые они чинят. То есть это совершенно не художественная штука. Затем у меня есть вот такие маленькие железные защипчики. Они, в принципе, здесь гладкие, но иногда бумагу травмируют, потому что они такие маленькие и такие жесткие. И после этого я купила вот такие пластиковые защипы, которые бумагу не травмируют. Но мне не нравится тем, что они очень большие, и если рисовать в маленьком скетчбуке, они закрывают большую часть листа, ну, как большую, зависит от размера скетчбука, конечно. Но мне таким образом сложнее становится представить себе, как вообще мое изображение будет в листе смотреться, если часть листа закрыта прищепкой. И я решила тогда попробовать вот эти прозрачных монстров. Они, конечно, огромные, но зато, если скетчбук достаточно маленький, его можно на развороте защемить. Ну-ка посмотрим. Ух, да. Вот. Ну да, тут, конечно, тоже есть вот такие выемки, такие же, как на моих маленьких прищепках. Вот эти. И не знаю, как они отнесутся к бумаге. Ну, я попробую. Там были прищепки разных размеров. Я решила взять самую большую. Не знаю почему. У меня нет больших. Я решила, я возьму здоровую. Она прозрачная.
Еще посмотрю, что будет. Вот, 2 штуки купила. Так, осталось немного. Так, чтобы такое... О! Когда я вытащила эту коробочку из пакета, я, честно говоря, пыталась вспомнить, какие еще ручки я себе заказала. И вообще, что бы это могло быть. Потому что заказала я себе много чего. В общем, смотрела я на это, смотрела, потому что я себе сказала, я ничего не буду открывать. Я все хочу открыть на видео. Но все-таки мое любопытство взяло верх. И я залезла в эту упаковку посмотреть, что же это такое. И это такая милота. Я смогу ее сейчас открыть. Вот. Что это может быть? Это барабанная дробь. Та-да! Это 3 маленьких скетчбука. Ходите. Они не хотят, не стесняются. Их каким-то образом отсюда. Они там есть. Не хочу разрезать коробочку. Их хочу обратно потом положить. Потому что я не хочу, чтобы они у меня мотылялись по полке. У меня полка с бумагами выглядит как мем с дедушкой, который вещь в гараж пристраивал. А тут я потом разберусь. Совершенно не понимаю, зачем мне еще куча скетчбуков, но, естественно, они мне очень нужны. Придется себе помочь. Так, выходи. Господи, какая прелесть. Они такие маленькие. Не знаю, у меня что-то с маленькими вариантами больших вещей. Я очень люблю такие штучки. В общем, это вот такая прелесть. Это как раз вот скетчбук, который я думала, что если я буду в нем рисовать, то вот так можно будет его защемить большим защимом. Ай, ну что-то мне его жалко. В общем, да, он уже тут помял чуть-чуть бумагу. В общем, я не знаю, как я буду здесь что-то рисовать, пальцем придерживать или как-то так. Но бумага здесь достаточно, не знаю, грамм 200, нет, 180. Я все время пытаюсь угадать вес бумаги, чуть-чуть позгибав ее, понять, что это такое. Но это не толстая бумага, это бумага не для акварели 100%. Может быть, что-нибудь на коробке указано. Нет, только размер 5 на 5 сантиметров, 48 листов. Ну, я не знаю, что здесь можно рисовать. Вообще у меня была мысль. Я знаю, что я хочу нарисовать. Я не знаю, сколько времени у меня. Казалось бы, маленький скетчбучек. Но сколько времени может занять 48 листов заполнить? Надо подумать. Я вот думала здесь порисовать маленькое изображение пейзажа, когда раскладываешь его по тонам, буквально вот самое базовое понимание, как будет выглядеть картинка, самая базовая раскладка по композиции. И вот мне было интересно порисовать, скажем, на одной стороне черно-белое, на другой стороне цветную или что-то в этом духе. Или, может быть, на целом разворотике вот такое сделать, потому что, опять же, у меня есть большая проблема с тем, что я ударяюсь постоянно в детали. Я нахожу всяческие ухищрения, чтобы заставить себя обобщать пятнами, перестать бояться того, что картинка непонятна, если в ней нет кучи каких-то деталей. И одна из причин, по которым я купила вот этих милашек, это чтобы попробовать такое упражнение, ну и просто попробовать рисовать что-нибудь маленькое. Потому что сейчас времени рисовать у меня не так много, но может быть, какой-нибудь челлендж с такими малышками будет интересно замутить. Единственное, жалко, что у них нет резиночки, но, может быть, я просто возьму какую-нибудь резиночку и сверху буду одевать, чтобы они не открывались. Но пока что я положу их в коробочку, чтобы они не завалились куда-нибудь и не пострадали на моей забитой полке. Так, как они лежали. В общем, чудесные штучки. Как раз хорошо, что бумага не слишком толстая. Мне толстая, в принципе, не так уж нужна. Единственное, что я думала все-таки там гуашью порисовать, но я не знаю, получится или нет. Мы посмотрим.